Представьте человека, который одновременно управляет автопроизводством, космическими запусками, интернетом глобального покрытия и проектами, меняющими саму природу человеческого мозга. Человека, который одновременно вдохновляет миллионы и вызывает яростную критику. Это Илон Маск, предприниматель, инженер и стратег, которого уже сегодня называют самым влиятельным человеком 21 века. Но как он дошел до этой точки? Это не история про удачу или случайность. Это история про системное мышление, риск, готовность идти против правил и умение превращать невозможное в норму. Его путь начинается в Претории, Южная Африка, в 1971 году. Родители – канадка Мэй Маск, модель и диетолог, и Эрл Маск, инженер с острым умом, но сложным характером. В детстве Илон был замкнутым, часами зачитывался энциклопедиями и фантастикой. Он не просто мечтал о будущем, он уже тогда строил его в своей голове, представляя города на Марсе и колонии в космосе. В школе его часто травили, но это не сломало его, а закалило. У него появилась внутренняя установка: никто не придет спасать, надо самому. Это убеждение станет ключевым во всех его проектах. В 10 лет он получил первый компьютер Commodore VIC-20. Самостоятельно, без учителей, он освоил программирование и уже через 2 года продал свою первую игру, Blaster, за $500. Для подростка из Претории это был первый опыт, идеи можно конвертировать в деньги, если уметь их реализовать. В 17 лет он уехал в Канаду, чтобы избежать обязательной военной службы в Южной Африке и приблизиться к США. Работал на тяжелых и низкооплачиваемых работах – ферма, лесопилка, котельная. Это не только дало ему выносливость, но и сформировало привычку работать на износ, когда есть цель. Позже он поступит в университет Куинс, а затем переведется в Пенсильванский университет, где получит 2 диплома по физике и экономике. Но уже тогда его тянуло не к стабильной карьере, а к предпринимательству на стыке технологий и глобальных проблем. Вскоре после учебы он бросит аспирантуру в Стэнфорде всего через 2 дня, чтобы запустить свой первый бизнес. И с этого момента начнется путь, который приведет его к вершине мировой экономики и технологий. Илон Маск родился 28 июня 1971 года в Претории, одной из 3 столиц Южноафриканской республики. И его детство нельзя назвать простым. С одной стороны, привилегии, обеспеченная семья, доступ к образованию, книги, техника. С другой, эмоционально сложная обстановка в доме и постоянное чувство одиночества. Мать, Мэй Маск, была примером дисциплины и трудолюбия. Она работала моделью с юности, а позже стала признанным диетологом. Ее подход к жизни – работай много, не жалуйся и держи марку – сильно повлиял на будущие привычки Илона. Отец, Эрл Маск, был инженером и предпринимателем. Он обладал техническим гением, но отличался сложным, даже жестким характером. Позднее Илон назовет отношения с отцом тяжелыми и признается, что многие детские воспоминания для него болезненны. В школе Илон часто становился объектом травли. Одно из воспоминаний, о котором он рассказывал, как группа старших ребят избила его до потери сознания, после чего он несколько дней восстанавливался в больнице. Эти события научили его защищать свои идеи, даже если мир против. Главным его убежищем стали книги. Он поглощал все, от энциклопедии до научной фантастики Айзека Азимова. Маск вспоминал: «Я читал по 10 часов в день. Так я узнавал, что возможно, а что нет». В 10 лет он получил свой первый компьютер Commodore VIC-20. Программировать он учился по бумажному мануалу, который изучил за 3 дня. Через 2 года он написал игру Blaster, вдохновленную космическими шутерами, и продал ее за $500. Но важно не только это. Уже тогда проявилась его склонность к глобальному мышлению. Он видел технологии как инструмент для решения больших задач, а не просто для развлечений. К 17 годам он понял, что хочет жить в США, где технологическая среда и возможности для предпринимательства были несравнимо выше. Он воспользовался канадским гражданством матери и уехал в Канаду, чтобы через учебу добраться до Америки. Эмиграция стала первым серьезным испытанием. Без денег, без связей, с минимальным багажом вещей он работал где придется,
чистил котлы на электростанции, косил траву, разгружал зерно. Это не просто закалило его физически, это выработало готовность браться за любую задачу, если она приближает к цели. Переезд в Канаду стал для Илона Маска лишь промежуточным этапом. Уже через 2 года он перевелся в университет Пенсильвании, где изучал физику и экономику. Здесь он познакомился с людьми, которые позже сыграют ключевую роль в его карьере. Вместе с соседом по общежитию Маск арендовал большой дом и превратил его в ночной клуб на 1000 человек, чтобы оплачивать учебу. Это был первый опыт масштабирования идеи в реальный бизнес. Он понял, что можно использовать ресурсы под совершенно нестандартные цели, если есть видение и смелость. В 1995 году Маск поступил в аспирантуру Стэнфорда на программу по прикладной физике и материаловедению. Но продержался там всего 2 дня. Интернет только начинал стремительно развиваться, и Илон понял, если он останется в академии, он упустит шанс изменить мир. Первый стартап Маска, Zip2, созданный совместно с братом Кимбалом. Это был сервис, который помогал газетам публиковать онлайн-карты и бизнес-справочники. По сути, аналог Google Maps и Yelp, но за несколько лет до их появления. Илон и Кимбал жили прямо в офисе, спали на полу, мылись в местном спортзале. У них не было денег на аренду жилья, но была цель – сделать продукт, который станет стандартом для СМИ. В 1999 году компания Compaq купила Zip2 за $307 миллионов. Доля Илона принесла ему 22 миллиона. Это был первый крупный капитал, который он сразу начал инвестировать в новые проекты. Следующий шаг – X.com онлайн-банк, который предоставлял пользователям возможность мгновенных денежных переводов по электронной почте. Спустя год X.com слился с компанией Confinity, где уже был сервис PayPal. Именно PayPal станет доминирующим направлением, а в 2002 году eBay купит его за $1,5 миллиарда. Доля Илона – 180 миллионов. К этому моменту у него были деньги, которых хватило бы на беззаботную жизнь до конца дней. Но вместо яхт и вилл он сделал выбор, который шокировал даже друзей – вложить почти все в 3 рискованных направления – космос, автомобили и солнечную энергетику. В начале 2000-х Илон Маск был убежден, будущее человечества зависит от того, сможет ли оно стать мультипланетным видом. Но космическая отрасль в тот момент была неповоротливой, бюрократичной и крайне дорогой. В 2002 году он основал Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX. Цель звучала как фантастика – снизить стоимость запусков в десятки раз и сделать возможным полет на Марс. Первые годы были борьбой не только с инженерными задачами, но и с тотальным скепсисом. Большинство экспертов считало Маска дилетантом. Первая ракета, Falcon 1, должна была доказать обратное. Но в 2006 году первый запуск закончился взрывом. Маск потерял несколько миллионов долларов. В 2007 году вторая попытка. Опять авария. В 2008 году третий запуск. Снова катастрофа. Компания стояла на грани банкротства. У Маска почти не осталось средств. Он вложил в SpaceX более 100 миллионов личных долларов, а параллельно тратил миллионы на Tesla. Ситуация стала критической, и если 4-й запуск провалится, SpaceX прекратит существование. В сентябре 2008 года Falcon 1 взлетела в 4-й раз и впервые успешно вышла на орбиту. Это стало переломным моментом. Через 2 месяца НАСА подписала с SpaceX контракт на $1,6 миллиарда на доставку грузов к МКС. Это спасло компанию и превратило Маска из безумного мечтателя в реального игрока космической отрасли. Дальше – развитие Falcon 9, многоразовых ступеней и программы Crew Dragon. К 2020-м SpaceX уже не просто выполняла контракты НАСА, но и запускала спутники Starlink, создавая глобальную спутниковую сеть. Главное достижение – многоразовость. Возвращение ступеней и их повторное использование снизило стоимость запуска в разы, что раньше казалось невозможным. Маск снова доказал, даже в самой консервативной индустрии можно изменить правила, если идти на риск и иметь техническое видение. Когда в 2004 году Илон Маск вложил первые деньги в Tesla Motors, компания уже существовала,
но была маленьким стартапом с амбициозной идеей создать серийный электромобиль, который будет не хуже, а лучше бензиновых аналогов. В то время автомобильная индустрия воспринимала электрокары как игрушки для энтузиастов. Запас хода был мизерным, скорость посредственной, а внешний вид далеким от привлекательного. Маск увидел в этом вызов. Он стал председателем совета директоров Tesla и вложил более $6,5 миллионов личных средств. Цель – сломать стереотипы и доказать, что электромобиль может быть быстрым, красивым и удобным. Первой моделью стал Tesla Roadster, построенный на базе Lotus Elise. Он разгонялся до 100 км в час менее чем за 4 секунды и имел запас хода более 300 км, революция для того времени. Но дебют совпал с мировым финансовым кризисом. Продажи шли медленно, расходы росли, а компания оказалась на грани банкротства. В конце 2008 года Маск оказался в ситуации, где должен был выбирать, сохранить Tesla или SpaceX. Денег на оба проекта не было. Он пошел на риск и разделил последние ресурсы между ними, понимая, что может потерять все. Решение оказалось правильным. Уже в 2010 году Tesla провела успешное IPO, став первой автомобильной компанией с выходом на биржу за 50 лет. Дальше Model S, которая получила титул «Автомобиль года» от Motor Trend и изменила представление о премиальных седанах. Затем Model X, Model 3 и Model Y, каждая из которых расширяла аудиторию электромобилей. Главная стратегия Tesla – вертикальная интеграция. Маск не хотел зависеть от поставщиков, поэтому компания сама производила батареи, двигатели и даже софт для автопилота. К 2020-м Tesla стала крупнейшим автопроизводителем по рыночной капитализации в мире, а ее успех заставил традиционных гигантов срочно переходить на электротягу. Маск не просто сделал успешный бренд, он запустил технологический сдвиг в целой отрасли. Илон Маск никогда не ограничивался одной сферой. Его подход к бизнесу всегда был экосистемным, проекты должны усиливать друг друга и работать на общую цель – устойчивое будущее человечества. SolarCity – энергия солнца. В 2006 году двоюродные братья Маска, Линдон и Питер Райвы, основали компанию SolarCity, а Илон стал ее главным инвестором и председателем совета директоров. Идея заключалась в массовом распространении солнечных панелей, делая их доступными для домохозяйств и бизнеса без значительных первоначальных затрат. SolarCity быстро стала крупнейшим инсталлятором солнечных панелей в США. В 2016 году Tesla поглотила ее, создав Tesla Energy. Это позволило интегрировать солнечные панели и накопители энергии PowerOil, что сделало дом полностью энергонезависимым. Neuralink – интерфейс мозг-компьютер. В 2016 году Маск запустил Neuralink, компанию, работающую над созданием высокоскоростного интерфейса между мозгом и компьютером. Цель амбициозна – лечение неврологических заболеваний, паралич, болезнь Альцгеймера, депрессия и, в перспективе, симбиоз с искусственным интеллектом, чтобы человек не отстал от машин в будущем. Neuralink разрабатывает микрочипы, которые вживляются в мозг и могут считывать сигналы нейронов. Первые эксперименты проводились на животных, а в 2024 году компания получила разрешение на клинические испытания на людях. Starlink – интернет для всей планеты. Starlink – проект SpaceX по развертыванию глобальной спутниковой сети, обеспечивающий доступ в интернет в любой точке мира. В 2019 году начались первые запуски, и к середине 2020 года на орбите уже было более 5000 спутников. Starlink стал спасением для удаленных регионов, морских судов и зон бедствий, где традиционная связь невозможна. The Boring Company запущена в 2016 году как способ бороться с городскими пробками. Компания разрабатывает подземные транспортные тоннели и капсулы для высокоскоростного перемещения. Первый пилотный проект в Лас-Вегасе. Все эти проекты неразрывно связаны. Tesla производит электромобили и батареи, SolarCity обеспечивает их чистой энергией, SpaceX и Starlink создают инфраструктуру связи, а Neuralink готовит человека к будущему, где технологии будут частью биологии. Маск строит не набор компаний, а комплексную цивилизационную платформу. Стиль управления Маска. Илон Маск известен не только как визионер, но и как крайне жесткий руководитель.
Его методы часто вызывают критику, но именно они позволяют компаниям достигать невозможного. Маск работает по 100 часов в неделю и ожидает того же от своей команды. Он может ночевать прямо на заводе Tesla или в офисе SpaceX, чтобы лично контролировать процесс. Сотрудники отмечают, что он вовлечен в мельчайшие детали, от конструкции деталей ракеты до интерфейса автопилота. Маск не делегирует ключевые технические решения. Он сам разбирается в инженерии, коде и физике. Если инженер утверждает, что задача нерешаема, Маск может сесть рядом и вместе искать решение, пока оно не будет найдено. Его требования кажутся нереалистичными. Сроки сжаты до предела, а планка качества максимальная. Многие сотрудники не выдерживают темпа и уходят, но те, кто остается, создают продукты, которые меняют индустрии. Метод первых принципов. Один из ключевых подходов Маска – мышление от первых принципов. Он не принимает ограничения индустрии как данность. Вместо этого он разбивает проблему на фундаментальные законы физики и строит решения с нуля. Пример: ракеты стоят сотни миллионов. Маск выяснил, что сырье для их производства стоит в десятки раз дешевле. Значит, можно создать ракету с новой архитектурой и снизить цену в разы. Маск известен резким стилем общения. Если сотрудник не справляется, он может публично раскритиковать или уволить его на месте. Для него результат важнее дипломатии. При всей жесткости Маск умеет вдохновлять. Его сотрудники работают не ради зарплаты, а ради ощущения, что они строят будущее: электромобили, космос, Марс. Это создает уникальную культуру, где люди готовы работать на пределе возможностей. История Илона Маска – это не только триумфы. Его путь полон кризисов, ошибок и ситуаций, когда казалось, что все потеряно. Кризис 2008 года, в этом году совпали 3 удара, 3 подряд неудачных запуска SpaceX, Tesla на грани банкротства, мировой финансовый кризис. Маск признавался, что у него не было денег даже на оплату аренды. Он вложил последние средства в обе компании, рискуя потерять все. Только успех 4-го запуска Falcon 1 и контракт НАСА спасли SpaceX, а в Tesla помогли частные инвесторы. Tesla – проблемы с производством. От производства. Так Маск описывал запуск Model 3. Компания пообещала массовый электромобиль, но реальность оказалась сложнее. Сбой на заводах, невыполнение сроков, огромные убытки. Маск лично жил на заводе во Фремонте, чтобы контролировать процесс. В какой-то момент Tesla была в шаге от краха. Но компания преодолела трудности и наладила массовый выпуск. SpaceX – катастрофа на старте. Помимо ранних неудач Falcon 1, были и другие аварии. В 2015 году ракета Falcon 9 с грузом для МКС взорвалась через несколько минут после запуска. В 2016 году еще одна ракета взорвалась на площадке во время заправки. Каждый такой случай стоил сотни миллионов долларов и подрывал доверие клиентов. Но команда анализировала причины, исправляла ошибки и продолжала. Маск часто сталкивался с критикой за свою активность в Twitter. Его твиты приводили к падению акций Tesla или к судебным разбирательствам с регуляторами. Например, в 2018 году он написал, что готов выкупить акции Tesla по $420, что вызвало расследование SEC и стоило ему поста председателя совета директоров. Также внимание СМИ привлекали его разводы, скандалы с журналистами и даже участие в интернет-дискуссиях, где он мог резко отвечать оппонентам. Все компании Маска связаны между собой и требуют гигантских инвестиций. Любая серьезная ошибка или экономический кризис могут поставить под угрозу всю экосистему. Сам Маск признает, шанс на провал всегда высок. Илон Маск часто подчеркивает, его цель не просто зарабатывать деньги. Его проекты подчинены глобальной миссии – обеспечить выживание и прогресс человечества. Ключевая идея Маска – человечество должно стать мультипланетным видом. Он считает, что наша цивилизация уязвима перед глобальными угрозами, ядерной войной, изменением климата, астероидом или даже собственным упадком. Выход – колонизация Марса. SpaceX работает именно ради этой цели. Ракета Starship должна перевозить сотни людей и грузы, создавая самодостаточную колонию.
Параллельно Маск развивает Tesla и Tesla Energy. Его философия – ускорить переход человечества на возобновляемую энергию и сократить зависимость от ископаемого топлива. Электромобили, солнечные панели, батареи – все это части одной системы, которая должна минимизировать экологический след цивилизации. Симбиоз с искусственным интеллектом. Маск открыто говорит о рисках искусственного интеллекта. Он считает, что ИИ может стать угрозой для человечества, если его развитие выйдет из-под контроля. Neuralink – это попытка подготовить почву для симбиоза человека и ИИ, чтобы люди могли конкурировать с машинами. Фокус на первых принципах – не верить в «так принято», а строить решения от законов физики. Смелость в риске. Маск неоднократно ставил все на карту, инвестируя последние деньги. Миссия выше выгоды, деньги для него – инструмент, а не цель. Философия Маска вдохновляет миллионы, но вызывает и критику. Скептики считают, что он переоценивает возможности технологий и игнорирует социальные последствия. Однако даже противники признают, Маск заставил мир двигаться быстрее. Наследие и влияние Маска. Трансформация отраслей. Илон Маск изменил сразу несколько индустрий. Автомобильную, Tesla показала, что электромобили могут быть массовыми, красивыми и быстрыми. Это подтолкнуло всех автогигантов инвестировать в EV. Космическую, SpaceX снизила стоимость запусков в разы, открыв путь к коммерческому космосу и новым миссиям. Энергетическую, солнечные панели и накопители Tesla Energy сделали энергонезависимость реальностью. Связь. Starlink обеспечил интернет в отдаленных регионах, что меняет жизнь миллионов людей. Медицину. Neuralink готовит почву для новой эры взаимодействия человека и технологий. Культурный эффект. Маск стал символом нового изобретателя 21 века. Он вдохновляет миллионы предпринимателей и инженеров по всему миру. Его имя прочно связано с образом будущего – Марс, электромобили, искусственный интеллект. Одновременно Маск остается противоречивым персонажем. Для одних он гений и спаситель цивилизации, для других – авантюрист, переоценивающий свои возможности. Его резкие высказывания, спорные решения и конфликты в соцсетях усиливают поляризацию. Как бы ни оценивали его личность, факт остается – Маск ускорил развитие технологий. Он создал компании, которые изменили правила игры и заложил основу для будущего, где человечество может быть устойчивым и мультипланетным. Его наследие – это вера в то, что невозможное возможно, если соединить смелость, инженерию и стратегическое видение –